Обе стороны войны оказались в тяжелой ситуации и начинали понимать, что ключ к победе кроется не в захвате территории, а истощении друг друга. Страны Антанты использовали свои людские ресурсы из заморских владений. Великобритания начала морскую блокаду, из-за чего Германия не получала ресурсы, вроде еды. Однако ни одна из сторон не хотела долгой изнурительной войны, поэтому они начали искать способы переломить ситуацию на Западном фронте. Идея номер один – новые линии фронта. Сразу после начала войны Австралия быстро захватила германскую Новую Гвинею. Страны Антанты быстро пробежались по германским колониям в Африке и немного прошлись по германской Восточной Африке, где местных призвали в армию. Это стало причиной сокращения численности коренного населения. Также в войну вступили новые государства. Антанту поддерживали Италия и Япония. Япония строила свою империю, поэтому она была только рада захватить германские острова и колонии Восточной Азии. До войны Италия была союзником Германии и Австро-Венгрии. Но после того, как отношения стали напряженными, а страны Антанты пообещали Италии немного территории Австро-Венгрии, она сменила сторону. Италия вступила в войну на стороне Антанты и создала фронт в горах. Но, как и все остальные, они застряли там на всю войну. Центральные державы нашли друзей на Среднем Востоке. Османы. Османы делились на тех, кто за, и тех, кто против войны, потому что они были изрядно истощены после недавних Балканских войн. Некоторые политики, которые хотели присоединиться к войне, отдали приказ обстрелять российский порт. После чего они сказали: «Упс, кажется, мы уже вступили в войну». Вступление Османской империи вызывало особую радость у англичан, поскольку Ближний Восток был полон нефти, и Великобритания хотела всю эту нефть. Начала Османская империя с вторжения в Кавказские горы в России, но они были не готовы к холоду, и многие из них замерзли. Затем османы пересекли километры пустыни, чтобы отбить Суэцкий канал у британцев, но они проиграли. Тогда союзники пытались взять пролив Дарданеллы в Галиполи в долгой и упорной позиционной военной кампании, но они тоже проиграли. Османы обвинили в своих поражениях армян, после чего начали их геноцид, в котором погибло 500 000 человек. Затем немцы отправили шпионов в Афганистан, чтобы убедить арабов начать джихад против британцев и атаковать Индию. Но их план провалился, отчасти потому, что им было скучно, и они варили алкоголь, после чего напивались. А это считалось очень плохим для жителей Афганистана. Все эти новые линии фронта не смогли изменить ход войны. Немцы осознавали, что у стран Антанты больше людей и ресурсов, чем у них, и поэтому нужно было что-то делать. Перед войной была конференция, определившая правила войны. Не использовать химическое оружие, не убивать гражданских, проще говоря, не быть подонками. Немцы на своем заседании Генштаба решили, что будут подонками. Дирижабли начали бомбить британские города. Они также начали атаковать страны Антанты химическим оружием из окопов. Также начали топить гражданские суда. Один из таких кораблей был Луизитания, на борту которого было 150 американцев в тот момент, когда оно было потоплено. В результате чего отношения США и Германии пошатнулось. Для того, чтобы все было честно, силы Антанты тоже начали химическую войну и стали прятать противолодочное оружие на гражданских кораблях, в результате чего все атаки Германии стали бессмысленны. А тем временем Австро-Венгрия все еще не могла захватить Сербию, поэтому центральные державы срочно призвали на помощь Болгарию, которая желала стать больше и все еще переживала из-за поражения во Второй Балканской войне. Центральные державы пообещали осуществить все мечты Болгарии, если она согласится вступить в войну. Болгария согласилась, и они вместе оккупировали Сербию. А сербские войска отступили в Албанию, которая была нейтральной, но имела связи с Австро-Венгрией. И Австро-Венгрия начала дружественную интервенцию в Албанию. Многие сербы сбежали по морю. Наступил 1916 год, и он был полон событий. Поскольку Германии казалось, что у нее все еще мало врагов, она добавила еще одного. Португалия тайно сотрудничала с Антантой, и Германии это не понравилось. В то же время произошло единственное крупное морское сражение в войне. Обе стороны имели новый вид кораблей Дредноут, но они были слишком дорогими, и обе стороны боялись ими рисковать, и они держали их в порту, за исключением одного сражения, где было повреждено куча таких, поэтому они больше не выводили их из портов. В Великобритании начали призыв в армию, поэтому у них появилось много резервов. И это было очень вовремя, ведь на Западном фронте становилось жарко. Когда Германия напала на французский город Верден, началось одно из самых долгих и кровопролитных сражений. Франция отчаянно защищала город, что привело к сотням тысяч жертв. Проигрывая, французы призвали своих союзников сделать что-то, чтобы отвлечь внимание немцев. Тогда британцы начали свое жесткое сражение, битву на Сомме, в которой 60 тысяч британцев погибло в первый день. В ходе данного сражения британцы начали использовать новые технологии. Тем временем Россию оттесняли все дальше вглубь своей территории. Но когда Франция начала просить у союзников помощь, она начала контрнаступление, которое шло хорошо, пока у России не закончились ресурсы и боеприпасы. Видя, как хорошо Россия воюет, Румыния решила, что это лучший момент для вступления в войну, но сразу же пожалела. Греки боролись между собой о том, присоединиться к войне или нет. Король поддерживал центральные державы, но премьер-министр поддерживал Антанту. В результате спора между ними произошел национальный раскол.
Но король сбежал, и государство воссоединилось. С помощью союзников они начали небольшое наступление. Тем временем на Среднем Востоке Россия оккупировала османскую территорию с севера. Британцы высадились в Месопотамии для защиты нефтяных залежей в Персидском заливе. И они отправили маленькую армию по реке Тигр для взятия Багдада. Но эта армия была окружена возле небольшого города Кут в середине пути, и в конечном счете сдались. Новое наступление было начато с тотальными боевыми действиями в пустыне. Наступлению помог британский офицер Лоуренс Аравийский, который помог возглавить арабские племена в восстании, которое навлекло хаос на границе Османской империи. Когда начался 1917 год, все были измотаны. Во французской армии начались мятежи, немецкая начала голодать, и война исчерпала российские поставки. Не было явного победителя, в то время как война фактически замерла. Вопрос: кто сломается первым? Ответ: Россия. Уставшие от голода и возмущенные тем, что был застрелен один бездомный сумасшедший волшебник, люди подняли восстание в Петрограде. Забастовки переросли в полномасштабную революцию, и новое правительство свергло царя. Через несколько месяцев большевики свергли новое правительство, и Россия вышла из войны. Это было отличной новостью для Германии, которая теперь могла сфокусироваться на Западном фронте. Но была одна проблема. Надоедливые США все больше влезали в войну. Америка поставляла ресурсы Антанте на протяжении всей войны и стала супербогатой. Это было очень опасно для Германии. Поэтому Германия отправила Мексике телеграмму, где написала: «Ну вы там нападите на Америку, что ли?» Но Великобритания перехватила это и показала Америке, которая объявила войну. Американские войска начали переправляться в Европу. Это было ужасной новостью для Германии. Германия знала, что их надежда теперь заставить Францию и Великобританию сдаться до прибытия новых американских войск. Они начали финальную атаку. Они объединили свои войска и сильно ударили на реке Сом. И снова начали наступать на Антанту. Потом ударили на севере, а затем начали атаковать ее везде. И снова, и снова. С каждым ударом у немцев становилось все меньше ресурсов, а у стран Антанты больше ресурсов для решающей атаки. Пятую немецкую атаку страны Антанты остановили и даже провели небольшую контратаку. С появлением американских войск в большом количестве стран Антанты начали контрнаступление по всему фронту. Центральные державы начали проигрывать на всех фронтах. Болгария сдалась первой, затем это сделала Османская империя, затем Австро-Венгрия, и, наконец, 11 ноября 1918 года Германия сдалась. По итогам мирного договора было решено: Германия демобилизует войска, признает вину в войне и оплачивает военные издержки. В результате неописуемых страданий миллионов жертв эта война стала уроком для всего мира, и в мире больше не было войн. Еще 20 лет. Спасибо за просмотр. Озвучено для канала Максиком. Если тебе понравилось, ставь лайк и подпишись, чтобы не пропустить новые видео.